Друзья, снова приветствую вас на своей разводне, на канале Разводня как хобби. Значит, проведем небольшой обзор состояния наших рыбок. Очередной выходной день, и мы это, как обычно, с вами делаем. Вчера я провел подмену воды, и посмотрим на наших рыбок, как они себя чувствуют. Значит, вот здесь на верхнем ярусе, как вы знаете, у нас здесь тернеция. Значит, этим рыбкам примерно 5,5-6 месяцев. Вот они в таком состоянии. Это было у нас несколько нерестов одновременно разных цветов. И вот такие рыбки красивые у нас получились. Вот на втором ярусе тоже представители тернеции, да. Но этим рыбкам чуть поменьше. Примерно 4,5 месяца. Вот такие они у нас выросли. Кстати, вот здесь на дне у нас анциструсы есть. Такая семейка. Один самец, вот он такой рогатый, да, и самочки две у него. Одна такая более черная, одна более такая светленькая. Ну, они вот такие какие-то действия такие производят здесь, что, возможно, и отнерестятся в ближайшее время. Хотя до этого ни разу они еще не нерестились. Этим рыбкам примерно по 9 месяцев. Вот такого они размера. Самец уже сантиметров 9, наверное. Ну, самочки чуть поменьше. Ну, будем наблюдать за ними. Возможно, отнерестятся. Я вам тогда это обязательно покажу. Так, вот в таком виде у нас тернеции желтые и красные. Значит, этим рыбкам 2,5 месяца. Вот такое их состояние. То есть они, некоторые, вот, например, желтые чуть побольше. Красные, розовые чуть поменьше. Ну вот такого размера они достигли за этот период. Тоже кушают корм уже любой. Я им обязательно даю артемию, им даю. И, соответственно, сушку. Едят с удовольствием. И хорошо подрастают. Здесь у нас находятся вот старожилы нашей разводни. Этим рыбкам больше года. Потихонечку продаются, конечно. Некоторые покупатели хотят рыбку покрупнее. Вот отсюда выбирают. Ну, а основная масса чувствует себя хорошо. Вот здесь, в этом 140-литровом аквариуме, находится выводок синей тернеции. Немножко от окна отсвечивает. Значит, вот хочу вам сказать, что этим рыбкам 1,5 месяца, может чуть больше, может месяц и 3 недели. Вот начинают уже они более-менее приобретать такой свой цвет. Это у нас синие были отсаженные, когда-то был нерест на канале, я показывал. Вот рыбка такого цвета и состояния. Попробую ближе подвести. Ну, понятно, с окна свет попадает, чуть не очень четко видно. Но я хочу сказать, что синие тернеции, они достаточно долго набирают свой цвет. И в месячном возрасте практически еще синего и не видно. Ну, на втором ярусе по-прежнему. Неон помоложе. И стайка гуппи, которые уже рожают, дают малька нам. И чувствуют себя нормально. Ну, вместе с ними проживают также старожилы наши, коридоросы. Крапчатые такие уже. Где-то им по 2,5, по 3 года этим рыбкам. Ну, когда-то они не рестились, ну, сейчас просто здесь проживают. Так, вот Данио такое у нас. Красные, синие, зеленые. Просятся, уже аж визжат. Хотят не реститься. Ну, сделаем мы им скоро праздник. Сделаем обязательно. И посмотрим, как наши молодые рыбки отнерестятся. Значит, этим рыбкам примерно 4,5 до 5 месяцев. То есть они уже даже в этом общем аквариуме иногда по утрам собираются в одном из углов
этого аквариума и нерестятся. То есть нерест у них уже бывает регулярно, но в общем аквариуме. Теперь нужно только их отсадить и добиться, чтобы они нам показали тоже такой же хороший результат, но только в отдельных емкостях. Здесь у нас тоже гуппи. Нормально себя чувствуют и проживают. Вот, пожалуйста, в дальнем углу столпотворение крапчатых. Тоже сегодня был у них здесь нерест небольшой. Было немножко икры. Ну, конечно, в общем аквариуме это все очень быстро съедается. Ну, это рыбки у меня такие продажные. Я их на нерест не отсаживаю. А просто они продаются, если покупатели этого хотят. Так, на третьем ярусе в нашем большом 140-литровом аквариуме тоже несколько выводков разноцветных тернеций. Оранжевая, желтая, красная. Ну, чуть-чуть зеленая есть. Тоже нужно, вот уже есть рыбки такие, сильно, те, которые выбились вперед. То есть достаточно хорошие показывают показатели роста. И нужно пробовать их тоже не рестить. Для того, чтобы отобрать производителей на будущее потомство. Задумчивые анциструсы здесь тоже сидят. Вот самочка такая красивая. Еще одна самочка. Вон там самец. Спрятался за аэрацией. Тоже пока у них перерыв в нерестах. Уже примерно где-то 2,5 месяца. Они отдыхают. Потомства у них нет. Но это, думаю, у анциструсов все может случиться очень быстро и резко. И появится какая-то кучка икры. Обратите внимание, в этом аквариуме тоже вот такая огромная самка. Вот она, смотрите, какая красивая сидит. Слева тоже самочка. А вот здесь самец, вон. Где он там? Вон спрятался. Он такой не очень большой, но заигрывает к этим самочкам. И тоже, возможно, у них произойдет скоро откладка икры. Но тоже мы это увидим. Ну, скажу вам, корягу они эту обрабатывают четко. Прямо видно на ней такие полосы, как они ее скребут. Ну, соответственно, это помогает им переваривать пищу и чувствовать себя отлично. На втором ярусе, вот здесь, в этом аквариуме, в 40-литровом, смотрите, на дне такая колония коридорасов Венесуэла Оранж. И симпатичные также анциструсы. Такой размер у них сантиметров по 5, они такие хорошенькие. Но видите, снимаю не вечером, а днем, поэтому у этих сомиков все спокойно. Они не нервничают, они спокойно себе на дне сидят, отдыхают. А если бы это было вечером, конечно же, они были все здесь на передней стенке. Ждали получения порции аулофоруса и копенса. Ну и здесь также производители тернеции. Правда, староватые уже, но все равно дают икру. Не забываем посмотреть на наших тоже долгожителей голубого неона. Вон кто-то спрашивал, какой может анциструс быть в аквариуме. Вот я вам говорю и показываю. Вон тот, который на дальней стенке. Вот если от начала его головы и до конца, там железных сантиметров 13-14 есть. А вот здесь еще у меня есть, вот здесь, вон там вдалеке вообще, вон он сидит. Тернеции закрывают его тоже на дальней стенке. Тоже этот вообще сантиметров 15, у него железо. Он когда-то здесь был, с краю проплывал, ну, сидел, чистил дно, да. Я его мерил, там, по-моему, около 15 сантиметров. Так, гуппи наши
на втором ярусе в центральном аквариуме 100-литровом. Производители отменные, малька дают постоянно, постоянно я его вылавливаю. Вон, смотрите, тоже анциструсы какие. Вот самочка поменьше, и вон самец там такой подальше. Темный, тоже красивый. Эти икру дают, ну, раз в месяц железно. Коридорас и штерба. Пару крапчатых есть здесь. Анциструсы. И отсаженные на продажу тернеция и данио. Тоже скоро уедут. Ну и красный и голубой неон. Он там вдали тоже держится стайкой. А здесь один из нерестовиков, куда я отсаживаю мальков гуппи. Вот видите, тут разного они размера есть. Есть побольше, уже даже самцы окрашенные. А есть совсем маленькие вон там. Но они мирно живут, чувствуют себя нормально. Это для тех, кто задает вопрос, а когда можно мальков отсаживать крупненьким рыбкам. Ну, конечно, не к совсем крупным, но к подросткам можно отсаживать мальков. Они очень хорошо себя здесь ведут все вместе и чувствуют. Ну, соответственно, если они рыбки не голодные. Не забываем обратить внимание на меченосцев. Тоже у них была подмена воды вчера. Все, чувствуют себя хорошо. В этом нерестовике 13-литровом, да, но он не полно налитый. Где-то примерно 10 литров воды. Здесь вот такое количество гуппи находится, смотрите. То есть это для тех, кто задает вопрос, сколько можно рыбок держать в одном аквариуме. Это неправильно, конечно же, но если работает система фильтрации хорошо, кормление соответствующее, не перекармливать рыбку, то достаточно большое количество можно держать в одном аквариуме. Самое главное — аэрация и фильтрация. И рыбка будет чувствовать себя нормально. Ну, не забываем, конечно же, про подмену воды. Хотя бы в неделю 20-30% нужно подменивать. Можно чаще, можно раз в 3 дня по 10%. Будет только лучше. И вот, пожалуйста, не успел вам показать предыдущую пару, которая отнерестилась у нас икра анциструса. И вот опять Батяня на охране своего нового потомства. Вот смотрите, икра там получается справа, вон видно ее там вдалеке она. И на дне немножко, то есть видно либо одна кладка там, либо две, там непонятно. Но икра есть, и самец ее охраняет. Вон видите, такая она, желтенькая. Вот он здесь, Батяня тут как тут. Не дает разорять свое гнездо, видите? Все, наша трубка в действии опять. И опять будет целая группа мальков. Сначала личинок, а потом и мальков анциструса. Вот он такой красавчик, плодовитый мужичок. Вот такие дела. Всем пока. До встречи на канале Разводня как хобби.